можно ли сделать свой собственный чайник своими руками, из которого потом в семье пить чай и даже передать его по наследству. Можно. Сейчас мы этим и занимаемся. Я нахожусь на мастер-классе известного керамиста Натальи Беловой-Вебер. Она сейчас находится в Черногории, из Санкт-Петербурга сюда прибыла. И вот я пользуюсь моментом. Представляете, мы уже вот это сделали только что, примерно за час. Вот это красивое, можно сказать, произведение искусства из глины специальной, из которой делают посуду, чайники. Мы взяли листья, нам навеяла ближайшая виноградная лоза, которая над нами сейчас находится, и отпечатали по вот такой интересный прием Наталья придумала, да, на глине отпечатали, для того, чтобы оставить себе память об этих теплых сентябрьских днях в Черногории, запечатлеть их на чайнике. Нам осталось сделать только носик, и вот я хочу Наталью спросить. Наталья, какие у нас особенности есть при изготовлении чайников? Ну вот особенности у нас такие. Мы можем его изготовить в различных техниках. Сегодня мы рассматривали технику лепки из пласта. Это техника, когда берется глина, раскатывается вот, да, какими-то инструментами до такого тоненького довольно-таки состояния, то есть вот где-то такая толщина нашего пласта. Вот, и после этого формируются детали изделия, в данном случае чайника. То есть у нас была, вот у нас отдельно крышечка, отдельно ручка, отдельно само тело чайника, носик, вот. И мы все эти детали совместили. Сейчас у нас осталось сделать носик. Даже мы его практически уже сделали. И сейчас вот важный очень момент, правильно его установить. То есть он должен быть немного выше, чем как бы горлышко. И тогда из него будет хорошо литься. Вот. И также мы сейчас отмечаем тут место, где у нас будет отверстие, да, через которое будет литься чай. Вот. То есть мы сейчас отметили где-то так или чуть выше, где-то так, да. Вот. И тут мы будем сейчас отмечать, делать дырочки, через которые у нас будет литься чай. Вот. Мы еще не забыли про дырочку в крышке, обязательно. Да, она нужна. Хорошо вливалась, да, вода? Да, еще она необходима для того, чтобы чай дышал, когда завариваешь чай. Кстати, сам из глины чайник, он очень рекомендуется для чая, например, зеленого, белого чая. Это лучший материал для чайников этого вида чая. Еще мы хотим предусмотреть дырочки в корпусе чайника для того, чтобы заварка не выливалась в горлышко у нас. Так вроде хорошо, да? Замечательно, да. По уровню. Да, видно, по уровню, да, по уровню, да, как раз Всё, чуть выше. отлично. А здесь мы будем вот немножечко Да, делать можем углубление? сделать, только это нужно Сначала приклеить, да? Не, сначала делаем отверстие. А так. Сначала крышку тогда, или мы внутрь наоборот будем? Они изнутри, да, снаружи? Здесь сделать сначала, да, сделать здесь, а потом изнутри тоже проверить, чтобы там у нас все получилось. Хочу сказать, что есть разные версии, когда появились первые чайники. Наиболее вероятная версия, наиболее интересная, это то, что где-то в IV веке до нашей эры в городе Иссине, в Китае, на родине иссинских глин, которые по сей день используют для изготовления чайников в Китае, глиняных чайников. Так вот, в IV веке там уже были мастерские, в которых изготавливали в том числе и чайники. А также есть версия, что в Индии с помощью гончарного круга еще раньше делали глиняную посуду. Насчет чайников не знаем, потому что не знаем, пили ли чай в Индии раньше. Считается, что в Китае раньше всего чайный напиток изобрели. Но вероятно, что Наталья говорит в Индии.
Да, Наталья? Возможно, в Индии, да, но тут очень уже это все так было давно, поэтому тут уже, наверное, точно мы никогда не узнаем. Но, наверное, и Китай, и Индия — это страны, где керамика была развита очень сильно и уже довольно давно. То есть это родина как бы и глины, керамики, и гончарного круга, и каких-то там техник. Вот, изделия найдены были очень древние, как раз именно в этих странах в основном. Вот. Чай, кстати, в России стали пить только в 17 веке. У царя Михаила Федоровича в 1638 году уже происходили чаепития. Чай привозили через Сибирь. Когда стали осваивать Сибирь, он был невероятно дорог. В чугунных котлах его заваривали, а потом разливали всем гостям царским на чайной церемонии или просто на трапезе какой-то. Да. Наверняка был дорогой подарок всегда, особенно в то время. Да уж, да. Вот. А еще хочу спросить у Натальи. Наталья — потомственный керамист. Наталья, как в вашей семье относятся к вашему творчеству? Например, ваши дедушка, бабушка, они же тоже керамисты, да? Ну да, все керамисты, бабушка с дедушкой, конечно же, уже дедушки нет, а бабушка уже совсем старенькая, она, конечно же, совсем не хочет заниматься уже керамикой, ее больше интересуют домашние какие-то дела, там, печь пироги, что-то готовить, вот. Но да, у нас керамика очень, ну, в общем, все в доме практически сделано своими руками. Какие-то сервизы — это вот то, что сделала бабушка. Сейчас мама у меня работает на Императорском фарфоровом заводе, поэтому очень много фарфора дома ее тоже авторского. Я тоже занимаюсь фарфором, но больше люблю глину. Она для меня как-то очень живой такой материал. Очень люблю лепить именно из нее. Вот. Поэтому, конечно, если что-то сделаешь и подаришь из керамики, ты никого не удивишь у меня в семье. Вот. Ну, друзьям зато очень приятно всегда что-то есть авторское, что-то сделанное своими руками. А какой недавно вы, например, подарок дарили? Ну, недавно я дарила на самом деле чашку. Ну, самое последнее, это, наверное, я дарила чашку, или даже там чашки были. Я их гончарила на гончарном круге. Вот, это в Петербурге было. И, конечно же, очень понравилось. И они, безусловно, уникальные, потому что я вот именно ценю в глине то, что вот этот чайник, он тоже абсолютно уникальный. И другого такого, ну, в целом мире точно нет. Не будет, потому что мы его сделали сейчас. Это абсолютная импровизация, это абсолютно авторская ручной работы, как бы, да, изделие. Вот. И, возможно, мы даже сами его еще раз не повторим, такой же. Поэтому это абсолютно уникальное изделие, вот, которое сохранится теперь на века. А что нам нужно сделать, чтобы закончить этот чайник? Какие стадии у нас были? Мы подготовили сначала глину, раскатали пласт, сделали различные детали, после того, как макет, естественно, да? Да, макет? Да. Это Мы называлось? сделали эскиз. Мы делали эскиз. Угу. Потом мы раскатали пласт, вот, да, такой где-то толщины. Потом мы сделали саму, как бы, основную часть тела чайника. Потом мы сделали крышечку. Потом сделали ручку и сделали ее, да, приделали уже сюда. Вот наша ручка. Вот. И теперь остался носик. Вот носик мы тоже сейчас сделаем, прикрепим. И, в принципе, будет все готово к обжигу. Где-то несколько дней изделие будет сушиться, потом оно пройдет обжиг в керамической печи. После этого можно будет нанести керамические глазури. Керамическая глазурь тоже это очень интересный такой материал. Это на самом деле цветное стекло, просто в таком как бы жидком виде, да, которое наносится на керамику. А керамика это у нас уже обожженная. Пока что это глина, а после обжига это будет керамика уже. Будет обожженная глина. Вот. Постараемся как-нибудь познакомить вас с результатом нашего труда сегодняшнего обязательно, может быть, в следующих каких-то выпусках. Сейчас продолжаем работу. Благодарим вас за внимание и обязательно приходите, если есть возможность, да, к Наталье на мастер-классы. Все, счастливо.